Kazakhstan for Informatization and Communications, Director of the IT Department of the Ministry of Finance for the Republic of Kazakhstan, Director of Informatization and Innovation Policy, Department of the Ministry of Economy and Budget, Planning of the Republic of Kazakhstan. Chairman Yasakeyev graduated in Applied Mathematics at Kazakh State National University and completed postgraduate studies in computing mathematics, working initially as a senior lecturer. So I hand it over to yes, Chairman. Thank you, Mr. Baraki. I think it may be more comfortable if I talk in the Russian, because my speech prepared in the Russian. If you need, you can translate it. Translate it into English. Уважаемые господа, господин Ибараки очень хорошо рассказал о будущих технологиях. Я, наверное, у меня доклад будет чуть другой, наверное, как эти будущие технологии будем внедрять в жизнь и как изменится рынок из этих технологий, о которых сегодня говорилось. Я думаю, что начнем с того, какие основные тренды ожидает рынок до 2022 года. В первую очередь, доступность технологий и уровень их использования. Естественно, что рост трафика идет экспоненциально. Я как руководитель компании, которая занимается транзит-трафиком, могу это констатировать. Ежегодно у нас абонент потребляет все больше и больше гигабитов информации. С внедрением 4G это стало массовый характер. Поэтому я думаю, что и проводные, и беспроводные технологии, они дадут большой потенциал для роста трафика. Я видел статистику McKinsey, там была очень интересная статистика, что вся информация, которая создана человечеством до 2013 года в цифровом формате, будет соответствовать информации одного дня 2015 года и одного дня 2020 года. Все это надо хранить. Я думаю, что эти данные будут храниться в таких телекоммуникационных компаниях, как мы. Рост терминальных устройств M2M. Технология изменилась. Все понимают, что численность населения 6 миллиардов человек, но устройства M2M, которые работают, их будет расти больше, гораздо больше, чем население. Поэтому, я дальше расскажу о числе проданных сим-карт, то, соответственно, рынок M2M, тоже по оценкам McKinsey, он будет около 20 миллиардов абонентов, это будет до 2022, и они будут носить самый большой основной вклад в ВВП. Первый M2M мы уже видим, это наши картридеры, первые решения, цифровые банки, цифровые расчеты. Я думаю, что это все породит большой трафик и создаст возможность для того, чтобы этот трафик рос. Более того, с созданием облачных сервисов, начиная с Google, Facebook и всех, начался большой рост беспозвоночных технологий. Многие страны уже до такой степени используют, что уже думают, как их защищать. Поэтому я думаю, что и уровень использования становится массовым. Понимаю, что и наши приложения Facebook, все, что у нас стоит на платформах, оно все находится в облачных вещах. Поэтому отрасль будет очень сильно меняться телекоммуникационно и будет произойти фундаментальное структурное изменение в отрасли. Понятно, что всегда виделось на то, что эта компания сетевое и теперь и IT-направление. В данном случае мы уже больше зарабатываем на интернете, чем на фиксированной связи, поэтому для нас уже интернет-пользователь становится основным. Если брать по структуре доходов, то интернет у нас растет в среднем на 12% в год, а структура голосового трафика в среднем падает на 2-3%. И с этим ничего нельзя поделать. Конвергенция фиксированных мобильных сетей. Все они говорят, на самом деле это получилось очень непросто. Мы сейчас только первые начинаем продажи, если видели в Алмате, когда и городской номер и сотовый объединяются, когда мы продаем мобильные роутеры и мегавайн одновременно, это все для нас является очень непростой наукой, но я думаю, что со временем отток будет большой от фиксированных телефонов в сотовый, поэтому таким крупным телекоммуникационным компаниям, как наша, приходится инвестировать в мобильную связь. Ну и, соответственно, понятно, что цены будут падать, и содержать инфраструктуру по волокна становится все дороже и дороже, поэтому я думаю, что операторы придут к выводу, что нужно использовать одну и ту же инфраструктуру одновременно. И уже будет идти борьба маркетинга, а не может закрыть или и все время будет идти вопрос, насколько можно использовать инфраструктуру. Инфраструктура будет дорожать, как себестоимость и рынка труда людей, которые ее содержат.
Поэтому и многие телекоммуникационные компании уже подходят к трансформации для того, чтобы себестоимость услуг, которая она оказывается, она была ниже. Ну и распространение аутсорсинга. Телекоммуникационные компании, они, когда занимаются аутсорсингом, многие вещи выводят в аутсорсинг, например, такие же колл-центры, такие же вещи, для того, чтобы снизить свои затраты. Ну и меняются и пользователи. Если вот сейчас мы брали статистику, сколько среднее домохозяйство в телевизоре или в интернете, то я вам скажу, что на данный момент там раньше 6 часов домохозяйство сидело в телевизоре, то теперь оно 7 часов в неделю по казахстанской статистике оно сидит в интернете. И это все меняется. Я думаю, что следующий рынок рекламы, рынок всего будет переделан в ближайшие 3-4 года. И, наверное, уже смысла вкладывать в то, чтобы тратить большие затраты на привлечение клиентов через телевидение, оно уменьшается и больше увеличится смысл затрачивать деньги на то, чтобы привлекать клиентов через интернет. И, соответственно, мы растем вместе с информацией. Наверное, для некоторых уже становится мания лазить в Фейсбуке, там, писать в WhatsApp, да, и, соответственно, масштабное распространение, оно приступит к моментальному доступу к информации. Наш пользователь уже становится очень привередливым, наверное, Facebook, Instagram, они позволяют очень быстро получать информацию с разных мероприятий. Ну и масштабное распространение мобильных платежей, это вот текущая революция банковской сферы, кто сильнее банки или телекоммуникационные компании, поэтому у банков, как телекоммуникационные компании, считают славное будущее, да, то, что у них не будет, потому что их может заменить спокойно телекоммуникационные операторы. И, например, на примере МТС банка, да, например, в России можно это сказать, что в принципе банковскую систему очень быстро может заменить телекоммуникационный оператор, лишь бы дали доступ. Почему это так в Казахстане? Можно представить? Вот количество пользователей сим-карт, я вот привел статистику, это у нас статистика B2C, 29 миллионов проданных пользованных сим-карт, которые продали операторы. В ближайшие до 2022 года оно достигнет 34 миллионов, это за счет того, что будет прирост населения, где-то 2 миллиона сим-карт будет продаваться, прирост из-за проникновения 3 миллиона сим-карт, и 1 миллион сим-карт будет на каждого уникального пользователя. Поэтому у нас ожидает до 2002 года в среднем проникновение в мобильной связи увеличится в среднем на 30%. По фиксированной телефонии Казахстан уже подходит к уровню обеспечения. Мы здесь брали, понятно, что фиксированная телефония в связи у нас уходит, то на сегменте B2B у нас фиксированная телефония по сервисам она уже подходит тоже к точке насыщения. И вот уже следующий слайд показывает то, что пойдет отток. Отток происходит исторически, он происходит, вот здесь видна статистика стран, по которым проходит отток. Естественно, что фиксированная связь, она долго не удержит рынок, она не будет являться трендом, потому что никаких новых услуг туда фиксированной телефонии, там, кроме будильника, обзвона и этого, больше уже новых сервисов не появится, поэтому все будет переходить на оптику. Вот здесь мы по Казахстану посмотрели, как у нас идет отток, снизу вот линия оттока, которая у нас идет в городе, и сколько притока идет у нас в интернете. И, соответственно, сколько валовых подключений идет. Сейчас уже сегодня не уступает городу, если здесь видно по статистике, то, соответственно, можно сказать, что уже сейчас у нас цифровизация села идет в быстром темпе. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим на очень передовые позиции, о которых сегодня утром говорили докладчики. Поэтому нашей компании пришлось обновить стратегию, и мы, стратегию написала компания McKinsey, и мы выдвинули миссию, видение. Миссия нашей компании – это стать незаменимой привычной частью жизни каждого, меняясь, удовлетворяя и превосходя ожидания. В каждых из наших сегментов мы превосходим ожидания, мы даем большей скорости, мы даем много качественных услуг. 4G – это одна часть нашей миссии, мы превосходили ожидания, то есть каждый, кто получает наш Wi-Fi роутер, получает хорошую скорость. Я думаю, что в дальнейшем это будет очень перспективные условия. Поэтому в каждой условии, в котором мы сейчас участвуем, мы должны превзойти ожидания наших пользователей. Мы являемся первым, в данном случае, интегрированным оператором, который делает одновременно и мобильные, и фиксированные услуги, и услуги интернета, и телевидения. Для международных рынков ФО это очень несет большую синергию, не только в денежном выражении, но и в клиентском выражении.
И здесь у нас 4 стратегические инициативы. Мы думаем, что наша компания будет являться супермаркетом для всей семьи. То есть это большое ментальное изменение. Обычно телеком относились как к компании, которую можно прийти, пожалуйста, теперь все будут относиться. Мы хотим переориентировать наши сервисы, в то, чтобы они больше были похожи на магазины, куда человек пришел и получил все электронные услуги. Второе, это для нас интегрированный оператор. Интегрированный оператор – это услуга того, что мы можем выдавать и фиксированную связь, и мобильную связь, мы можем давать и услуги телевидения. И, соответственно, информационный фундамент для казахстанского бизнеса, наша магистраль, наше проникновение, они будут являться большой инфраструктурой для электронного сервиса. Сейчас совместно с коллегами из НИКа мы эти вопросы отрабатываем. И очень важно, я говорил о себестоимости услуг, да, что это эффективная бизнес-модель. Эффективная бизнес-модель нам позволит больше внутри сделать преобразование. У нас себестоимость на одну линию очень высокая, соответственно, и число абонентских линий на одного работника, оно у нас очень низкое. Поэтому мы думаем, что нам нужны внутренние преобразования для того, чтобы привести их к рыночному. Поэтому мы думаем, что до 2022 года мы будем работать над акционерной стоимостью, чтобы стоимость нашей компании увеличить в 2 раза. Но здесь у нас какие, вот здесь мы подготовили тест-анализ компании, я думаю, не стоит их зачитывать. Это политические какие риски есть для реализации, экономические, социальные и технологические. Ну, я на самом деле, группа нашей компании очень большая, она состоит из нескольких компаний. Компанию Алтел вы, наверное, все хорошо знаете, компания Нурсат. У нас новая облачная компания, которая занимается облачными технологиями, она построила дата-центр на территории Пита. Это наша компания KT Cloud, она занимается различными нашими облачными приложениями. Вы знаете, в этом году мы выпустили первое приложение, это приемник 24. И такие приложения, которые, казалось бы, они являются незаменимой частью, уже становятся бизнеса. Следующая точка, которую мы переделали, это Казахстан Industrial Enterprise Service. Мы понимаем, что у нас сегмент производственного и информатизации очень большой, и мы переделали компанию, и сейчас у нас со следующего года начинаются индустриальные решения для интеграции и планируем и машиностроительной отрасли. ТО «Восток Телеком» занимается сельской связью. Мы купили в этом году, в прошлом году Digital TV, и сейчас мы его поглощаем. У нас есть в России дочка, компания Signum и компания в Киргизии. Ну и, соответственно, вот здесь какую все-таки долю рынка мы контролируем, нам приходится непросто. Основную долю рынка, если брать в совокупности, составляет 49%, это услуги сотовой связи. Понятно, что 13% это фиксированная телефония, вы видите, из года в год она уменьшается. Услуги интернета и передачи данных, они растут. Здесь видно 14,9 и 16,3. И, соответственно, услуги операторам, это межоператорские отношения, они у нас находятся в стабильном режиме, но я думаю, что они будут уменьшаться. И платное телевидение, услуги, они есть на рынке, очень мало игроков структурированных. Наша компания является вторым игроком, первым игроком является Alma TV, но я думаю, со временем мы займем лидирующие позиции. Общий объем рынка, который компания делит, мы делим пирог рынка вместе с компанией TCL 32%. И, соответственно, здесь вот внизу представлена динамика рынка, с которым нам приведет по годам. Что мы будем достигать до 2022 года? Мы предполагаем, что средний рост рынка IT будет идти 16%. Вот, левая сторона 16%, снизу линия, это количество рынка 400 миллиардов тенге. Мы думаем, что рынок ИКТ-сервисов, это не включая поставки оборудования, а просто сервисы, хранение, все будет расти в среднем 16% и достигнет около 30 миллиардов в 2022 году. Объем от нашей выручки, который мы собираем сейчас, это будет составлять 5%. Телевидение рынок в среднем будет расти 10%, но объем рынка не будет увеличиваться, он составит около 20 миллиардов. Фиксированная телефония, она будет иметь отрицательный баланс, здесь видно, что все время средний мотор будет 4%, но будет на уровне 70 миллиардов тенге стоять. Мобильная связь, она будет иметь средний темп роста, по кругу видно, что средний темп роста, но всегда будет занимать большую долю нишу своих услуг. Поэтому для нас очень важно было инвестироваться на
мобильные услуги. Я думаю, что для нас это тренд в ближайших 2 лет. И услуги 4G и новые услуги, которые есть, они для нас будут приоритетными. Вот мы здесь новые продукты, которые мы будем выводить на рынок. Мистер Ибараки очень хорошо сделал прогнозы будущего. Я расскажу, сколько в деньгах мы это планируем делать. Да? Вот, например, мы рынок M2M, о котором мы говорили, да, то доля на мировом рынке, в среднем от объема телекома, уже по безопасности, по логистике, созданию умных сетей дома, по производству автоматизации, телемедицине, то, что говорили, это умные дома и торговли, вот здесь представлены тренды. У нас сколько рынок равен первый GPS-навигаторов, этот рынок у нас сколько развивается. На уровне безопасности у нас есть только государственные заказы. Умные сети у нас почти рынок не отсутствует, но я думаю, в ближайшее время он создастся. Я думаю, что спрос следующих рынков, они будут находиться в выше представленных сегментах. Поэтому в услугах M2M мы предлагаем 2 этапа. Это предложение ограниченного числа простых продуктов, необходимых нам, это видеокамеры во дворах, подключение к SAGI-TV и предоставление пакетов таких услуг с M2M решениями. Второе, это M2M решение для автомобилей, это их, соответственно, датчики для передачи данных. И второе, интегрированное M2M предположение, это решение, это оборудование для безопасного считывания и обработки показаний счетчиков. Но весь мир стоит перед большой проблемой. Себестоимость передачи данных 1 килобайта в МТМ очень высокая, если она работает по сотовой сети. Поэтому мир вырабатывает новые технологии развития частотных решений для того, чтобы себестоимость, я вот не помню точно по статистике, себестоимость 1 килобайта переданного по сотовой сети составляет в среднем 0,08. А для того, чтобы сеть окупалась МТМ, да, нам требуется, чтобы себестоимость 1 килобайта она была в 10 раз ниже. Поэтому сейчас все мобильные операторы, да, как раз кого-то что-то выключить, да, это, и себестоимость для мобильных операторов, она становится очень высокой, и заниматься МТМ решениями, ну это образно говоря, что холодильник не может иметь себе сим-карту, позволить сим-карту, потому что тогда себестоимость содержания холодильника, она будет дороже, чем сама сим-карта. И когда мы говорим об МТМ решениях, да, нам нужно придумать такую форму передачи данных, да, для того, чтобы эта передача была соответствовала себестоимости ее содержания. Поэтому все МТМ решения, сейчас даже телевизоры, вы видите, уже сразу наделенные этими вещами, они у нас работают все от Wi-Fi сети. Да, поэтому Smart TV, о том, что я говорю, да, они не работают сразу на приложении, потому что это большие косты затрат для операторов. Ну, я думаю, что это будет рынок развиваться, будут предлагаться новые решения, и себестоимость от передачи 1 килобайта вот, в МТМ решении, она будет падать, и тогда уже будет смысл инвестировать в большое строительство больших сетей. Ну вот, если интересно, мы один еще из рынков, который мы исследуем, это рынок электронной коммерции. Мы прогнозируем, сделали отчет совместно с McKinsey, что рынок электронной коммерции, с учетом только чистой выручки для компании в отрасли, мы не учитываем рынок товарооборотов, который участвует в электронной отрасли. Мы имеем в виду рынок комиссии и рынок услуг электронной коммерции. Он составит 75 миллиардов тенге, это около полумиллиарда долларов. Даже сейчас, наверное, не то меньше, да, это около 400 миллионов. И, соответственно, целевой рынок, на который он может ориентироваться, это, если брать 100%, то в процентном выражении это 14-15% будет занимать эта платформа для торговли между предприятиями, персональная торговля для купли и продажи потребительских товаров. И целевой рынок и агрегаторы для малых и средних бизнесов, как они будут расти по годам, здесь вот представлено в процентном соотношении. Имеет смысл этим заниматься, я думаю, для игроков уже нынешние игроки появились, такие как крыша KZ, колеса KZ. Я думаю, что еще место для игроков есть, потому что рынок все-таки будет требовать. Кроме того, Казахтелеком хочет стать глобальным игроком передачи данных. У нас есть транзитные пути, мы подписали, у нас есть выходы транзит на Туркменистан, на Китай, на Узбекистан. 5 штук находятся до соединения с Россией. Мы занимаемся транзитом трафика. У нас большой проект с мегафоном по транзиту трафика. И, соответственно, мы планируем, что динамика роста, вот идут столбики, говорит о том, как будет расти наш международный трафик. Хотелось бы сказать, что Казахстан является большой частью транспортной инфраструктурной сети всего мира.
части, например, гонконгской биржи, все эти вещи, они резервируются через наши каналы, поэтому наша компания предоставляет такие услуги и, надеюсь, в будущем будет на этом зарабатывать. Спасибо всем большое. Again, thank you to our speakers so far, and Chairman Yasuke. Chairman Yasuke will have to leave a little bit early, just to give you a bit of a heads up. I want to now introduce the next speaker. It'll be Mr. Matthew Greenway. He has 30 years of experience in the areas of enterprise architecture, multi-year planning, enterprise modeling, security policies, cloud computing, mobile computing, and enterprise application. Mr. Greenway is Chief Technologist for HP Enterprise Services, focusing on innovation, business development. In addition, Mr. Greenway acts as Chief Technologist for a variety of global accounts and has been an analyst for Megatrends as part of the HP Fellows Futurism program. Previously, Mr. Greenway was Chief Technologist for the EMEA Public Sector and EMEA Manufacturing Industry. He has represented HP and EDS in the joint UK government supplier G-Cloud program and has served as the Chief Technology Officer, HP Global Industries and Bids for numerous major corporations and agencies, including providing enterprise architecture support. So, that makes me sound a lot more exciting than I actually am. So I'll try not to disappoint. I'll talk a little during this presentation about megatrends, about some of the things that people have touched on, the forces that are changing the world, and the way that we can respond to them. And essentially what I want to do is fit it into the sort of the overall kind of vision of what's the outcome we want from these things. You know, we talk about the number of people who are connected in the world. 3 billion people are connected today. We're talking about it and adding an additional billion people over the next couple of years. We're moving out to that full 7 billion people. But if we're going to sort of actually work with those people, we've got to create a conversation with them. We've got to actually work with them in a way that adds value not only to our business process, but also to them. I think that's one of the big challenges for e-government, is not only how do we create value for the government, but how do we create value for the citizens from actually engaging with government with these kind of approaches. And I think there's a number of issues in that, not least of which is that I tend to gesture while I talk, and I'm in danger of hitting the microphone every time I do. But these things happen. There are lots of megatrends in the world. This is the edited highlights because I've only got 20 minutes. So I've distilled this slide down from an original slide which had 500 items on it. So that would have made for a really bad afternoon for you if I'd have gone through all of those. The point is the world is facing a number of challenges at the moment. You know, you can think of them as problems or you can think of them as opportunities, depending on how you do it. There are ones like the changing demographics around the world. A number of countries around the world have, you know, increasing numbers of elderly people. Particularly in the Western countries, people are living longer. When it comes to healthcare that's been talked about, there is the issue that potentially chronic illness becomes the new normal for a lot of people. How do we afford the healthcare for those people? At the same time, we have new demands from young people, you know, that they want to use systems in different ways. They want to interact through mobile phones, that they have these social applications. They have a different approach both for IT and business and government than people of older generations. So I can say young people like me in this context. But you know, we've also got issues around changing economic situations. You know, traditional economies declining, new economies coming out to the fore. The growth of China, the growth of South-South trade. And as you can see on the slide, a number of other sort of areas as well. Talent shortages. You know, various speakers touched on the issue of education. I would actually say that we don't know what the top skills are going to be yet in 2020. What are the key jobs that we're going to want people to fill? So how do we educate people? How do we educate people to take up those roles? As you know,
economic balances change. Some industries decline, new industries grow up. How do we actually retrain people to make sure we don't create economic underclasses? How do we increase educational access to people throughout their lives in that kind of model? How do we deal with the challenges of increasing urbanisation? If you look globally around the world, the tendency is increasing for people who want to live in cities. Predictions are that cities like Cairo, in the next sort of 20 years, could get as large as 40 million inhabitants. So it could double in size from what it is now. How do we actually keep the urban environment sort of operating? How do we find jobs for people? How do we create efficient economies for people to actually work in? And none of these are simple questions. And how do we do all these things in an efficient, cost-effective, easy to access kind of way? And those, I believe, are the challenges for e-government. At the same time, and again, people have sort of touched on this subject, we're actually in a situation where the whole model of IT and science in many ways is changing. IT could be characterised in the past as a scarcity model. That IT was expensive, it was difficult, every solution was unique, every solution was handcrafted. It tended to only use